Метеора – одна из известных и популярных достопримечательностей Греции. Вдали виднеется монастырь Святого Варлаама. Туда мы сейчас подъедем. Всего здесь было 24 монастыря, но в настоящее время действует только 6. Монастырь Святого Варлаама или Всех Святых. Это мужской монастырь. Для посещения открыта только часть монастыря. Но когда мы прогуливались по доступной для туристов части, из закрытой части доносилось пение. Мужской хорал — это было просто завораживающе. Монастырь Русану, сейчас женский монастырь Святой Варвары. В этом монастыре на самом нижнем, третьем этаже, куда вход посетителям не разрешен, находится маленькая часовенка Святой Варвары. Она и дала название монастырю. Это красивая башенка, это лифт. В ней находится лебедка, и с помощью которой поднималось наверх все необходимое. Скалы, на вершинах которых расположены монастыри, безусловная must-see, которые можно посетить самостоятельно, приехав сюда на пару дней и поселившись в городке Каламбака. Можно приехать сюда с экскурсией от отеля. И также сюда можно попасть в рамках круиза. Если в маршруте есть порт Волос, то это как раз про метеоры. Собственно, именно так, изучая маршруты круизов, я и узнала об этом месте. Но приехали мы сюда не в круизе, а с экскурсией от отеля на Халхидиках. Почему этот кусочек, геологическое чудо природы, эти скалы, видите, почему они здесь созданы оказались природой, а не в другом месте этой фессалийской равнинки, и почему эти скалы результат осадочных пород? Друзья, у них есть своя точка зрения специалисты, это нам уже, я вам сказал, говорят, что вся эта впадина огромная, которая ведь когда-то была залита водой, если здесь утверждают они, когда-то было огромное озеро, а другие утверждают огромное море, так что в итоге, друзья, вы посмотрите, в итоге, когда мы смотрим вниз, вот в какой-то момент сейчас будем проезжать, посмотрите вниз, то увидите русло внизу реки Пиньос. Поэтому мы упоминали об этой речке, когда ехали через большой туннель. Я говорил справа, когда-то старый участок национальной дороги шел через это ущелье, где протекает река Пиньос. Вон в глубине, посмотрите, с правой стороны, в глубине, вон там русло. Поэтому в итоге, друзья мои, ученые считают, что именно эта река является виновницей возникновения этого места. Весь этот процесс будет длиться веками, но вода уйдет. Но если она ушла, в итоге обнажился этот горный массив, поэтому тогда он окажется под влиянием естественных природных сил, в виде этих землетрясений, дождей, снегов, ветров, солнца. Ученые говорят, что землетрясения со временем могут расшатать очень многое. Так говорят они нам, что землетрясения расшатали этот единый когда-то горный массивчик, разбили его на отдельные части. Но вот как появились эти скалы. И в последующем другие природные силы, в первую очередь сила ветра, которые будут обтачивать эти скалы, придая каждой из них, видите, это все-таки оригинальные, своеобразные формы. Так что в итоге, друзья, вот ответ на вопрос специалиста, почему в этом месте, а не в другом. Монастырь, который не попал четко в поле нашего зрения, как остальные 5, вот, пожалуйста, имеется, вот это он. В программу нашей экскурсии входит посещение только одного монастыря Варлаама. Поэтому, конечно, если есть возможность, лучше приезжать сюда самостоятельно, без экскурсий, селиться в городке Каламбака и не спеша за пару дней все посмотреть.